Я надеюсь, что теперь ни у кого не возникнет сомнения в том, что вы на блондине. Блондина всегда прислушивается к советам и пожеланиям своих зрителей. В одном из заставленных комментариев прозвучало пожелание: следующий выпуск Битоки посвятить трусикам. Я думаю, что о женских трусиках можно говорить бесконечно. Трусики – это поэзия, это начало всех начал. Поэтому сегодняшняя тема будет иметь именно такое название. Вначале были трусики. И я с удовольствием спешу пригласить в нашу студию самого настоящего эксперта в отношении ношения и неношения трусиков, нашу постоянную гостью, блондину. Привет, блондина. Привет, блондина. Ты, как всегда, очаровательна. Да и ты тоже ничего. Не будем ходить вокруг да около. Вопрос напрямую. Ты в трусиках? А ты? В этом главная интрига. На мне эта деталь? Или же ее на мне нет? А зачем нам раскрывать карты? Отсутствие или наличие этой детали всегда отражается на поведении. И опытный мужской взгляд безошибочно может определить, в трусиках ты или нет. Хорошо. Давай оставим это нашим маленьким секретом. Итак, вначале были трусики. Ты знаешь, я думаю, что в доисторические времена, когда не было понятия о сексе, было совсем неинтересно. Были дикари. Они занимались этим лишь только для того, чтобы продолжить свой род. Занимались беспорядочно. Удовольствия при этом никто не испытывал. Все происходило на уровне инстинктов. Но вот однажды одна прекрасная дикарка изобрела трусики. Я не знаю, что это были за трусики. Может, они были на меху, может, из шкуры саблезубого тигра или леопарда, или, может, вообще мамонта. Важно то, что она в один прекрасный момент прикрыла то, что раньше было на виду и общедоступно. Именно в этот момент и произошла самая настоящая сексуальная революция. А ты уверена, что это была именно прекрасная дикарка? А может, это был огромный волосатый дикарь, который вдруг решил прикрыть себе все там, чтобы оно не мешало ему во время охоты или еще чего-нибудь там. Дикарь? Не смеши. Это была именно дикарка. Мужской ум далек от декоративного жанра. Он крайне утилитарен. Многие мужчины на самом деле и сейчас считают, что их трусы на самом деле совершенно бесполезная вещь. Ну, ты же сама свидетель того, как многие из них с легкостью, без всяких моральных колебаний избавляются от этой детали и присылают в мессенджере тебе и мне. О да, присылают. Нет, ну, это на самом деле очень хорошо, что присылают. Конечно, я полностью с тобой согласна. Вот когда они перестанут присылать, вот тогда и тебе, и мне нужно будет бить тревогу. Я думаю, что мужчины так и остались такими же самыми дикарями. Я не сомневаюсь в том, что колесо придумали именно мужчины. И то по причине своей лени. Им просто надо было что-то тяжелое перенести с места на место. И вот кто-то из них подумал, а зачем нести, если можно перекатить? Но трусики
это чисто женское изобретение. Они существуют для красоты. Я вообще считаю, что у человечества только два самых главных изобретения. Это колесо, безусловно, мужское, придуманное из-за беспросветной лени, и трусики, безусловно, женское. И они существуют для вдохновения. И ты называешь это самой первой сексуальной революцией. Я называю это самым великим толчком в развитии всего человечества. Потому что после того, как прекрасная дикарка прикрыла все там, наконец-то возник интерес к тому, что же она там прикрыла. Сперва этим интересом прониклись все ее соплеменники. Потом на это чудо стали приходить и глядеть из других племен. И даже были другие дикарки, которые поддержали ее инициативу. Но были и такие дикарки, которые убеждали всех, что носить трусики – это бесстыдно и аморально. Как бы парадоксально это ни звучало. И эти дикарки так и остались одинокими девами-сплетницами и интриганками. Уверена, что они также и продолжали все свое выставлять на показ. Но в том-то и дело, что интерес вызывает только то, что прикрыто. Вот именно. Но самое главное, что эта деталь полностью поменяла поведение мужчин. У них пробудился интерес. До этого им было совершенно безразлично, с кем и где. Мне иногда кажется, что им и сейчас абсолютно безразлично, с кем и где. Но история трусиков не так поэтична и радужна, как кажется. Начались бунты, распри и даже войны. Человек не так совершенен, к сожалению. Вот обратимся, например, к этому жуткому средневековью. Вот что мог придумать мужчина в эпоху средневековья? Ты, наверное, намекаешь на пояса верности. Вот именно. Пояс верности – это чисто мужское изобретение. Мужчина средневековья – полнейший идиот. Мало того, что сам облачен в тяжеленные латы, в забрало, так и на жену свою еще железные трусы напялил. Закрыл эти трусы на замок, а ключ забрал с собой. И пока он там скакал в этих бесконечных крестовых походах по полям, это милое, хрупкое создание должно было ходить в этих железных трусах. Можешь ты представить себе весь этот ужас? Я с ужасом думаю, что же было, когда он этот ключ терял. Уверена, что Средневековье было не таким уж радужным и романтичным, как оно описано в романах Вальтера Скотта. Я вообще удивляюсь, как человечество сумело выжить в эпоху Средневековья. Я думаю, что это произошло благодаря тому, что все-таки в каждом замке был такой мастер, который по-тихому помогал взламывать эти пояса верности. И пока глава семейства скакал по полям в латах и с мечом, его супруга зря время не теряла. Да, совершенно верно. Потому что природа всегда берет свое, а женщина всегда остается женщиной. Я видела твое неповторимое, уникальное, шикарное, провокационное видео-трусики. И у меня вопрос. Что же с ними стало, с этими трусиками? А я могу тебе показать. Вот они. Это те самые? Ну да. Мне предлагали за них огромные суммы, но я решила их пока оставить у себя. Они мне дороги, как память. Ох, дай мне хотя бы прикоснуться к ним, пожалуйста. 1, 2, 3, 4.
А примерить можно? Конечно. Уверена, если ты их наденешь, они еще больше вырастут в цене. Ну как? Не жмут? Ну что ты, очень даже ничего. А какие ощущения? Самое приятное. А что было с тем самолетом, в который случайно угодили эти трусики? Ну, один из пилотов оказался достаточно опытным. Он не растерялся. У него в руках был штурвал. Ну, почему сразу штурвал? Почему ты думаешь, что если ты пилот, то у тебя во время полета в руках должен быть только штурвал? Есть еще масса других вариантов. У них там вообще вовсю автопилот за них вкалывает. А им, как правило, бедным, даже заняться во время полета нечем. Но уверена, что если бы ты была в кабине с пилотами, им бы было бы чем заняться. Там даже было бы чем заняться автопилоту. Даже автопилот стал бы ручным. А я была, да, я была в кабине летящего Боинга. Потому-то и знаю, чем они там занимаются. Так вот, у одного из пилотов вовремя под рукой оказался длинный штопор, потому что стюардесса не смогла откупорить пассажиру бутылку вина и обратилась за помощью к пилоту. Прекрасно знаю, что у него есть этот штопор. Но не тот штопор, в который входит самолет, а тот настоящий штопор, которым открывают пробки. Так вот, этот пилот своим штопором, просунув руку в лючок на полной скорости, сумел зацепить мои трусики и втащить их в кабину. И этим же штопором откупорить бутылку вина. И мы отпраздновали это событие, возвращение блудных трусиков. И весь самолет стоя аплодировал мастерству пилота и трусикам блондины. Ну, после всего услышанного, эти трусики можно уже смело назвать легендой. Итак, от железных трусов Средневековья до летающих в небе стрингов блондины. Тут надо, конечно же, вспомнить о панталонах, о кружевных с подвязками, о бикини. Ну, хватило. От кружевных с подвязками сразу до бикини. Там еще что-то было. Да чего там только не было. И эротичные корсеты, всевозможные боди, ритузы и даже труселя. Труселя? Это чисто мужские. Ты еще скажи семейки. Ну, если хочешь подавить в себе все сексуальные инстинкты, заговори о семейках. Не будем о грустном. Ну, а теперь давай сделаем то, ради чего ты, собственно, сюда пришла. И то, что не должно оставить равнодушным нашего зрителя. Давай вместе, по моей команде, снимем с себя. Давай. Только пообещай, что дашь ссылку на мое видео трусики и отдашь мне мои легендарные трусики. Обещаю.